Привет, друзья! Меня зовут Марина, и вы на моем канале по вязанию. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые и интересные мастер-классы. Сегодня предлагаю вместе со мной связать бактус. У меня на канале уже есть бактус. Мы его вязали сверху вниз, и там я показала разные узоры для бактуса. То есть начинаем вязать бактус, подробно описано, и 7 различных узоров. Заглядывайте на мастер-класс, там тоже очень полезная информация. Сегодня мы будем вязать бактус снизу вверх и подробно расскажу о нюансах вязания такого бактуса. Вязать бактус я буду из пряжи Lanagada Merino Code, 53% мериноса и 47% хлопка. Рекомендуемый размер спиц 4 мм, но я буду вязать на спицах 3,5 мм. Начинать вязание я буду на чулочных спицах 3,5 мм. Дальше продолжу вязание на спицах на тросике, и общая длина от кончика до кончика 120 сантиметров. Размер готового бактуса по высоте получился 85 сантиметров и в ширину 143 сантиметра. Расход пряжи на бактус 8 мотков по 125 метров. Цвет пряжи, из которой я вязала бактус, 13569. Отмеряю небольшой хвостик. Нам нужно будет набрать всего лишь 5 петель. Две, 3, 4, 5. Переворачиваем. Так. Ниточку завожу вперед, первую петлю снимаю, и оставшиеся 4 петли все провязываю изнаночной. Провязала, переворачиваю. И далее у нас уже начинаются прибавки. Первую петлю снимаю, не провязывая, вторую провязываю лицевой, далее прибавка. Пальчик завожу вот таким образом, подхватываю ниточку и затягиваю ее на правой спице. Далее следующую провязываю лицевой. На спице левой у нас остается 2 петли, и снова выполняю прибавку, но прибавку уже делаю следующим образом. Ниточку вот такой петелькой набрасываю на правую спицу. Подобную прибавку я делала, когда вязала варежки при вязании анатомического пальчика. Дальше предпоследнюю петлю провязываю лицевой и последнюю изнаночной. Переворачиваем. Первую петлю снимаем, не провязывая. Далее все петли провязываем изнаночной. Так, провязали. Далее повторяем. Первую снимаем, не провязывая, вторую провязываем лицевой, дальше прибавка и вяжем, пока у нас на спице не останется 2 петли. Вяжем лицевыми. Получилось 3 лицевые, остается 2 петли и выполняем прибавку. Вот таким вот образом. Лицевая
и последняя изнаночная. Так, провязали, переворачиваем. Первую снимаем, не провязывая, и остальные петли все провязываем изнаночными. Посмотрите, как красиво у нас идет формирование прибавок. С правой стороны симметрично, левой стороне. Продолжаем. И повторяем действия. Первую снимаем, не провязывая, вторая лицевая, прибавка. И вяжем до тех пор, пока на спице не останется 2 петли. Остается на левой спице 2 петли. Делаем прибавку, подтягиваем, лицевая и последняя изнаночная. Переворачиваем. Первую снимаем, не провязывая, и остальные петли все провязываем изнаночными. Дальше наши действия будут повторяться. Вяжем до тех пор, пока на спицах у нас не окажется 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Далее первую снимаем, не провязывая. Далее лицевая. Здесь у нас действия будут повторяться. Делаем прибавку. Провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. До центральной петли у нас остается провязать 2 лицевые. Мы у 2 петель меняем направление, снова возвращаем на левую спицу и 2 петли провязываем вместе лицевой со смещением вправо. Далее накид, лицевая, накид, 2 петли провязываем вместе лицевой, не переворачивая, так как есть. И далее провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее наша прибавка, лицевая, изнаночная. Переворачиваем. Первую снимаем, не провязывая. Далее все петли провязываем изнаночными. Провязали. Далее первую снимаем, не провязывая. Лицевая, прибавка. Провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее меняем направление. И 2 петли провязываем вместе лицевой. Далее накид. И уже в середине мы провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 петли вместе лицевой, здесь провязываем так как есть, не переворачивая петли, и далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Наша прибавка. Делайте эту прибавку, не зажимая вот эту петельку, для того, что когда мы будем провязывать на изнаночной стороне, нам легче было правой спицей подхватывать эту петлю, поскольку если она будет слишком перетянута, ее захватить тяжеловато. Вот, поэтому не затягивайте, и будет провязываться эта петелька легче.
Так, дальше мы все петли здесь провязываем изнаночными. Так. Перевернули и далее повторяем. Лицевая, прибавка, 5 лицевых, далее 2 лицевые, мы меняем направление и провязываем вместе лицевой. Далее накид, и уже в середине мы провязываем 5 лицевых. Раз, два. Вот наша третья, это у нас центральная петля. 4, 5. Накид, 2 вместе и 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. На левой спице остается 2 петельки, прибавка, лицевая и последняя изнаночная. Переворачиваем, первую снимаем, не провязывая, и оставшиеся все петли провязываем изнаночными. Вяжем до тех пор, пока в середине вместе с накидами у нас не окажется 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Есть. Далее. Здесь у нас действия повторяются. Первую мы снимаем, не провязывая. Далее лицевая, прибавка, 5 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5. Меняем направление у 2 петель, возвращаем на левую спицу и провязываем из 2 1 лицевую. Накид, снова 5 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5. Так. Вот у нас центральная петля, и до нее у нас остается 2 лицевые. Меняем направление, провязываем вместе лицевой, далее накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой, 5 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых. Вот у нас все получается точно. Дальше прибавка наша, лицевая и изнаночная. На изнаночной стороне первую мы снимаем, не провязывая. Далее все петли провязываем изнаночными. Провязали. И дальше давайте провяжем еще один ряд. И я думаю, что принцип уже вязания понятен. Первую снимаем, лицевая, прибавка, 5 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5, 2 петли, меняем направление и провязываем лицевую. Накид, 5 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5. У 2 петель меняем направление и провязываем 2 вместе лицевой. Дальше накид, уже у нас в середине получается 3 лицевые,
накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. В конце прибавка, лицевая и изнаночная. И далее действия будут повторяться. И опять мы провязываем до тех пор, пока в середине вместе с накидами у нас не станет 15 петель. Расстояние между накидами вы можете вязать по собственному желанию. Допустим, делать это не через 5 петель, а, например, через 7, 9 и так далее. Вот так выглядит мой идеальный бактус. Если вы связали по моему мастер-классу, обязательно делитесь в Instagram под хэштегом Марина, _МС_, мой идеальный бактус. Далее на небольшом образце покажу, каким образом закрыть петельки, чтобы лицевая гладь у нас не закручивалась. После провязывания необходимого количества рядов, следующий ряд мы все петли провязываем лицевыми. Прибавки нигде не делаем. Таким образом провязываем до конца ряда. Последнюю петлю провязываем изнаночной. В изнаночном ряду первую петлю снимаем, не провязывая, и остальные до конца ряда провязываем изнаночными. И последний заключительный ряд. Первую снимаем, далее находим нижнюю петлю, вот эту перемычку, заводим спицу с изнаночной стороны, подхватываем перемычку, сбрасываем петлю на левую спицу и 2 петли вместе провязываем лицевой. Первую петлю накидываем на провязанные петли. Далее повторяем. Остается у нас на левой спице 2 петли, их я просто провязываю лицевой. Дополнить образ можно, связав шапочку бини из той же пряжи с идеальной макушкой. Мастер-класс также есть на моем канале. Шапочка связана из той же пряжи в 2 нити резинкой 1 на 1. Вязание по кругу. Вяжите с удовольствием. Всем пока-пока и до встречи в новых мастер-классах.